Привет всем любителям текстиля! Сегодня поговорим о поплине, известной ткани, которую многие производители выбирают для пошива одежды и постельного белья. Разберемся в причинах ее популярности, а также сравним постельное белье из бязи, сатина и поплина. Ну а вначале традиционно немного истории. История поплина, предположительно от французского поппелин или итальянского пополина, означает папский. Это двухсторонняя, одноцветная или узорчатая ткань с рубчиком на поверхности, образованным за счет разной плотности ткани по основе и по утку. Свое папское название ткань получила потому, что первоначально вырабатывалась в резиденции римского папы во французском Авиньоне. Было это в 1309-1411 годах. В истории католичества XIV век ознаменовался крупным конфликтом между королем, аристократами и духовенством, в результате чего папская резиденция переехала из Рима в прованский город Авиньон, который являлся тогда в Европе центром производства шелковых тканей. Об этом я рассказывал в своей передаче об истории шелка. Главным образом ткачи Авиньона производили ткани для одежд священнослужителей, и за ними закрепилось название поплин. С тех пор прошло много лет, состав ткани много раз менялся, но название осталось прежним. В то время этот материал представлял собой смесовое, слегка шероховатое полотно из шелковой основы и шерстяного утка, благодаря чему поверхность имела глубокий мягкий блеск, создаваемый шелковыми нитями. Благодаря изысканной мягкости и красоте поплин был особенно популярен для создания одеяний духовенства и высших сословий. Этот материал был довольно тяжелым за счет использования шерстяной пряжи, плотным, хорошо держал форму и отлично подходил для создания роскошных облачений. Альтернативная версия слова поплин связывает его с продукцией суконной промышленности Попперинге во Фландрии на территории современной Бельгии. До 20 века поплин чаще всего использовался для изготовления платьев из шелка, хлопка или плотной шерсти, подходящих для носки в холодный период. В Британии шерстяная пряжа от прядильщиков в Саффолке отправлялась в Дублин, чтобы быть сотканной с шелком в поплиновую ткань, которую там называли табинет. Это название, кстати, иногда встречается и сейчас в маркировке европейских тканей, поэтому вы должны понимать, что это обычный поплин. В начале 1920-х годов британский хлопковый поплин был представлен в Соединенных Штатах, но американцам не понравилось название, и они назвали ткань широкое сукно, название, которое сохранилось до сих пор для хлопчатобумажной и хлопкополиэфирной ткани, используемой для мужских сорочек. Интересная история связывает поплин с женскими купальными костюмами. Вплоть до начала 20 века купального костюма для женщин не существовало. Женщины входили в воду в длинном до пят платье, под которым было плотное белье. Обязательными дополнениями считались чулки и обувь, на голову надевали чепец. В таком виде дамы, конечно, не могли плавать, а лишь плескались в купальнях на мелководье. И у некоторых бунтарок такие правила вызывали негодование. В Европе в связи с этим произошел скандал в августе 1825 года, когда герцогиня Мари Каролин де Бари впервые осмелилась прилюдно искупаться в море, что считалось крайне неприличным. Костюм возмутительницы спокойствия состоял из черного поплинного платья с оборками, лаковых сапожек и огромной шляпы. В последующие дни к герцогине присоединились дамы ее свиты. Власти же распорядились, чтобы купающихся охранял отряд морской пехоты, который должен был стоять к ним спиной, не подпуская посторонних. Но даже в 20-е годы 20 века американской полиции вменялась обязанность измерять на пляже длину купального костюма и при отклонении от нормы штрафовать нарушительниц. В истории академических мантий поплин также известен. В разных климатических зонах мантии шили из разных по составу и плотности материалов. В странах с тропическим климатом мантии шили из хлопкового поплина. В России поплин появился гораздо позже. Лишь в самом начале 18 века этот материал стал распространяться в России под названием европейская бязь, так как в основном поплин закупали у европейских мануфактур. Однако довольно скоро технику производства освоили и российские ткачи. В эпоху СССР производство поплина приобрело массовый характер. В послевоенные советские годы каждая модница старалась приобрести поплиновое платье или юбку с плессировкой. Это была недорогая яркая одежда, пришедшаяся по вкусу советской молодежи. У Булата Акуджавы в песне «Я вновь повстречался с надеждой» есть такие строки. Все тоже на ней из поплина счастливое платье, все так же горящие взор устремленный в века. Ты наша сестра, мы твои молчаливые братья, и трудно поверить, что жизнь коротка. Поговорим о свойствах этой ткани.
Поплин – двухсторонняя ткань средней плотностью от 70 до 150 грамм на метр квадратный, чаще 100-120 грамм на метр квадратный. На поверхности ткани образуется мелкий тонкий рубчик за счет большей плотности нити по основе, чем по утку, примерно в 1,3-1,5 раза. Такой эффект иногда называют репсовым. Рубчик не бросается в глаза, но визуально и тактильно определяется. Ткань при этом довольно мягкая. Переплетение ткани полотняное. Это самое простое переплетение, когда нити основы утка переплетаются через одну в шахматном порядке. Также это переплетение обеспечивает высокую прочность ткани за счет большого количества перекрытий нити основы утка. Почти везде в интернете гуляет информация о том, что нити утка в поплине толще, чем основа, и поэтому на ткани образуется рубчик. Это не так. Рубчик образуется за счет разной плотности ткани по основе и по утку. Плотность – это количество нити на единицу длины, сантиметр или дециметр. В среднем плотность поплина по основе 300-400 нити на 1 дециметр, по утку 200-240. Толщина же нити основы утка, как правило, одинакова, но иногда, правда, основа бывает чуть тоньше. Раньше по советским ГОСТ для качественного сорочечного поплина использовалась только гребенная, крученая в два сложения хлопчатобумажная пряжа линейной плотности 7,5 ТХ2 или 10 ТХ2. Это очень тонкая, очень качественная пряжа. Сейчас же на рынке тканей царит абсолютный хаос. Поплины и изделия из него поступают из Индии, Пакистана, Китая, Турции и стран Средней Азии. Но есть на рынке изделия из России и из Беларуси. Поплин сейчас делают из чего угодно – хлопка, вискозы или полиэфира, причем для изделий высокого качества используют только гребенную пряжу, а для более дешевого сегмента – кардную. Часто в состав входит смешанная хлопко-полиэфирная или хлопко-вискозная пряжа. В утке могут даже использоваться комплексные химические нити, вискозные и полиэфирные. Иногда добавляют эластановую высокорастяжимую нить для получения стрейч-эффекта для производства одежды. Поэтому всегда читайте сырьевой состав на бирке изделия, которое вы собрались покупать. Гораздо реже для поплина используется натуральный шелк и шерсть из-за его дороговизны. Встречаются также изделия экстра-класса, полученные из хлопка элитных сортов. Классический же поплин должен состоять из 100% хлопчатобумажной пряжи, желательно гребенной. Изделия из хлопкового поплина обладают высокой воздухопроницаемостью за счет извитой структуры хлопкового волокна, хорошей гигроскопичностью из-за свойств самого хлопка, гипоаллергенностью, достаточной плотностью, прочностью и износостойкостью из-за полотняного переплетения ткани и хорошими тактильными ощущениями. Изделия из поплина хорошо драпируются, создавая красивые складки, и не требуют сложного ухода. К недостаткам поплина можно отнести недостаточную гладкость для людей с очень чувствительной кожей и достаточную сминаемость изделий, которая, впрочем, зависит от сырьевого состава, от вида отделки и других показателей. Была у меня как-то поплиновая сорочка из 100% хлопка, не прошедшая несминаемую отделку, выгладить которую было практически невозможно. Довольно быстро она перекочевала из гардероба в мусорное ведро. Поплин выпускается в самых разнообразных вариантах окраски. Отбеленный поплин, набивной поплин с печатным рисунком любых цветов и оттенков, гладкокрашенный поплин, когда отбеленная предварительно ткань окрашивается в один цвет, пестротканный поплин, который получается в процессе ткачества, используя пряжу или нити разных цветов. Поговорим о его применении. Основное применение поплина сегодня – это постельное белье, мужские сорочки, брюки, женские платья, юбки, топы, пижамы, детская одежда и домашний текстиль, полотенца, скатерти и салфетки. Поплиновое постельное белье имеет ряд достоинств. Оно хорошо сохраняет форму, имеет мягкую, приятную на ощупь поверхность, хорошо впитывает влагу, не соскальзывает с кровати, кстати, за счет особенностей поверхности. Его не нужно гладить, если вы, конечно, не перфекционист. Кроме этого, комплекты постельного белья из поплина неприхотливые в уходе, их можно стирать в стиральной машине при температуре 40, можно до 60 градусов и гладить при температуре до 110 градусов. Стоит такое белье относительно недорого. Постельное белье прочное, износостойкое и выдерживает по утверждению производителя до 200 стирок. Постельное белье, как правило, изготавливают из 100% хлопчатобумажного поплина. Не рекомендую вам покупать поплин с примесью полиэфира или, как его еще называют, полиэстера. Иногда пишут поликотон, есть такое дурацкое название. У таких изделий гораздо хуже тактильные ощущения, воздухопроницаемость и гигроскопичность. Недостатков у постельного белья из поплина совсем мало.
Неженкам оно не подойдет из-за недостаточно гладкой поверхности. Если вы все же столкнулись с какими-то очевидными минусами своего постельного белья, то, скорее всего, вы выбрали недобросовестного производителя, который сэкономил на сырье, на отделке или на красителях. Давайте сравним три наиболее часто встречающихся вида постельного белья из хлопка: бязь, поплин и сатин. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на эту таблицу. Плотность у поплина и сатина практически одинаковая. Чаще всего на рынке встречается плотность 110, 125, 115, 120 грамм на метр квадратный. Примерно одинаково. Бязь может быть чуть плотнее. Как видите, здесь плотность до 125 грамм на метр квадратный. Я говорю о плотности постельного белья на современном рынке, потому что, обратите внимание, по ГОСТу она совсем другая должна быть. Состав у постельного белья должен быть стопроцентный хлопок. Обращайте на это внимание. Пряжа, которая применяется для постельного белья. Для бязи применяется более грубая пряжа, всегда кардная, средней и большой линейной плотности. Для поплина и для сатина может применяться пряжа и кардная, и гребенная. Обратите внимание, практически пряжа одинаковой линейной плотности. Суммарно где-то 20 текс, 15 текс, но гребенная более качественная. Переплетение и у бязи, и у поплина полотняное, а у сатина сатиновое специальное переплетение. Можете посмотреть, про эту ткань я делал отдельную передачу, которая обеспечивает гладкую блестящую поверхность. Поэтому у бязи поверхность шероховатая, у поплина в мелкий рубчик, у сатина гладкая и блестящая. Производители гарантируют до 200, до 300 стирок у постельного белья. До 300, видите, у сатина. Давайте сравним цену постельного белья. За 100% я взял цену бязи. Тогда поплин в среднем дороже где-то в 1,3 раза. Ну а сатин намного дороже в 2,5 раза. Отличить поплин от сатина можно по гладкой блестящей поверхности у сатина. Если вы не видите мелкого рубчика на ткани, это не поплин. Сатин для неженок. Поплин же может не подойти тем, кому не нравится ощущение шероховатой поверхности в рубчик на коже. Сатин поэтому подходит для пошива дорогого постельного белья и востребован любителями роскоши, готовыми платить за него более высокую цену. Бязь имеет шероховатую поверхность за счет утолщения в составе хлопчатобумажной пряжи, что, впрочем, не ухудшает ее другие потребительские свойства. Бязь подойдет для бюджетного варианта постельного белья, я тоже делал про нее отдельную передачу. По сравнению с бязью поплин более мягкий и выглядит дороже. Прочность поплина выше, чем у сатина при прочих равных условиях за счет полотняного переплетения. Если вы видите, что ткань очень ровная, имеет небольшой блеск, а тактильно отличается от хлопка, значит в составе есть полиэстер. Не берите. Качественное постельное белье не должно иметь также посторонних запахов, которые свидетельствуют о применении красителей или отделочных препаратов низкого качества. Слишком яркие ядовитые цвета также говорят о том, что, скорее всего, в составе есть полиэстер. Ну и вообще это безвкусно. Ну и, наконец, цена. Качественное поплиновое белье не должно стоить дешевле 1500–2000 российских рублей. Тем не менее, выбирая качественное постельное белье, из всех трех материалов, думаю, вы не пожалеете, если они приемлемого качества, так как все они являются экологичными и практичными в использовании. Спасибо, не забывайте подписываться. Ну а если вы хотите поддержать канал, то переходите по ссылке в описании.